Я снова приветствую тебя, инженер. В соответствии с конвенцией Марпол, любая жидкость с любым содержанием в ней нефти является нефтесодержащей смесью, а таких на борту даже современного судна образуется много. Совесть. Мы не гадим под себя, а также конвенция запрещает нам сбрасывать эти жидкости за борт по понятным причинам. Сегодня мы поговорим про оборудование, что превращает такую воду в такую, с содержанием нефтепродуктов не более чем 15 частей на миллион. Сепаратор лиальных вод. А учиться мы сегодня будем на базе сепаратор от компании Haitian Pump Works. Он чрезвычайно прост в конструкционном плане и в плане работы и обслуживания. Принципиальная схема. Собственно, сам сепаратор, в котором и происходит чудесное очищение воды, сервисный насос, что прокачивает обрабатываемую жижу через сепаратор. Перед насосом обязательно нужен фильтр, ну и танк, в котором мы и храним лиальную воду. На выходе из сепаратора имеется клапан-регулятор давления, что поддерживает постоянное давление в сепараторе при его работе. Ну, а если что-то пойдет не так, предохранитель. Если в процессе работы в сепараторе накопится достаточное количество нефтепродуктов, их нужно сбросить в танк шлама, чтобы они не мешали нормальной работе сепаратора. Для этого есть клапан сброса нефтепродуктов. На выходе установлен трехходовой клапан, что может направлять обработанную воду либо за борт, либо вернуть ее обратно в билдж-танк. Как он понимает, что и куда? Для этого и установлен монитор, что отслеживает содержание нефти в конечном продукте. Теперь вопрос к тебе, инженер. Что это за петля, а главное, зачем она тут стоит? Итак, грязная водичка насосом подается в сепаратор, где и происходит ее очистка. На выходе вода проходит через монитор, и если содержание нефти ниже 15 ppm, то трехходовой клапан направляет ее за борт. В противном случае вода сбрасывается обратно в билдж-танк. И мы получаем светозвуковую сигнализацию о превышении содержания нефти в конечном продукте. Теперь посмотрим на рабочую схему. Чуток сложнее, ничуть. Просто сепаратор состоит из 4 отдельных секций. Необработанная вода поступает в первую камеру. Она является каскадной. В верхней ее части есть секция для сбора нефтепродуктов. Когда их там собирается достаточное количество, а именно до уровня емкостного датчика, датчик подает сигнал на моторизированный клапан, что сбрасывает накопившуюся нефть в сладж-танк. Этот процесс протекает автоматически. Во вторую секцию вода попадает через щелевой фильтр. Во второй секции уже есть гранулированный наполнитель, что способствует разделению воды и нефтепродуктов. Вода заходит сверху, опускается вниз через наполнитель, потом поднимается вверх и покидает камеру. В этой камере используется принцип противотока. Нефтепродукты, обладая меньшей плотностью, всплывают вверх и могут быть удалены через ручной клапан, а направление движения воды встречное. В третьей камере установлен фильтрующий картридж, что представляет собой рулон сетки из нержавеющей стали, а в верхней части этой камеры есть накопитель с ручным клапаном сброса нефтепродуктов. Первая и третья камеры оснащены паровым подогревателем. Нагрев содержимого накопителя способствует коагуляции, укрупнению капель нефтепродуктов. В четвертой камере установлен финишный коалесцирующий фильтр, и точно так же имеется клапан ручного сброса накопившихся нефтепродуктов. Задача каскадной камеры произвести осаждение механических примесей, находящихся в объеме фильтруемой жидкости, а также произвести грубую очистку от нефтепродуктов. В камерах 2, 3 и 4 происходит процесс коалесценции, то есть укрупнение капель нефти на поверхности фильтра. Капельки укрупняются, вместе с этим возрастает их плавучесть, и как только плавучести будет достаточно, чтобы капельки оторвались от поверхности фильтра, это и происходит, и капли собираются в верхней части фильтра, откуда мы можем их удалить.
Это, пожалуй, такая же важная часть, как и весь остальной сепаратор со всеми 4 камерами. Именно монитор, что отслеживает качество конечного продукта и делает возможным работу с CLV. Ячейка с оптическим чувствительным элементом измеряет светопропускаемость конечного продукта. Монитор превращает этот показатель в миллиамперы и сравнивает со своей нулевой уставкой, высчитывая актуальную концентрацию нефти в воде. Во время работы сепаратора вода циркулирует через ячейку постоянно, а невозвратный клапан гарантирует протекание воды только в одном направлении. И да, есть еще система промывки ячейки чистой водой. На этом мониторе была одна модификация, что подарила системе еще и датчик протока, что переводит трехходовой клапан из-за борта в танк при остановке протока. Все для того, чтобы мы не могли обмануть монитор. И вот еще что, инженер. Я сейчас работаю над расширенной программой по сепараторам лояльных вод для проекта Education Marine. Если ты хочешь получить этот курс, специально для тебя я размещаю ссылку в описании, чтобы ты смог следить за новостями наших пабликов. Там будет расширенная программа по сепараторам лояльных вод, потому что гравитационный тип, который был в видео, он не единственный. Есть еще и центробежные, есть еще флокационные, есть еще те, что используют микроорганизмы для того, чтобы избавляться от следов нефти в воде. Тема обширная. Если ты сомневаешься в себе, если ты хочешь приобрести новые знания, либо освежить старые, этот курс для тебя. За то, что смотришь видео до конца, тебе отдельное спасибо и до новых встреч.